Друзья, всем привет! В этом видео мы с вами побываем в двух загородных домах, которые находятся на острове Пхукет. Посмотрим интерьер домиков, возьмем интервью у хозяев и узнаем, как они живут. И сейчас мы находимся не у себя дома, мы находимся в Таиланде. Сейчас пойдемте с вами посмотрим летний маленький домик, построенный из дерева. В нем 2 спальни, есть 1 санузел. Пойдемте скорее смотреть. Главным украшением этого домика является то, что он находится прямо на берегу Андаманского моря. Пойдемте вместе с нами посмотрим этот домик. Он входит в состав гостиничного комплекса и находится на 2-м этаже. Итак, мы сейчас находимся возле крылечка деревянного. Да, даже в Таиланде есть деревянные домики. Вот он такой симпатичный. Честно, если бы я не знала, что я сейчас в Таиланде, я подумала, что нахожусь где-то у нас дома. Практически такой же домик, как помните, мы снимали с вами деревянный дом по макету Васнецова. Тоже маленький деревянный домик, не хватает только русской печки. Мы заметили, что дерево, конечно же, отличается от того дерева, которое строят наши дома, но оно покрыто лаком, что позволяет его защищать, это дерево, от дождя, от осадков. Оно, конечно, такой имеет интересный темный цвет. И что самое примечательное, мы обнаружили здесь узоры по дереву. Резные такие ступеньки и балясины какие красивые сделаны. Давайте с вами рассмотрим планировку этого домика. Общая площадь около 30 квадратных метров. Тут есть открытая терраса и есть терраса закрытая. Без этих террас, наверное, площадь около 20 квадратных метров. Внутри домика есть еще 2 спальни и просторный санузел, в который включает в себя душевую и туалет. Он совмещенный. Находясь на этой открытой террасе, мы обратили внимание, что тут есть вот такая лавочка. Посмотрите, как интересно придумали жители, да, люди этой страны. Они делают лавочки с такими подлокотниками, со спинкой, которая как бы вмещает в себя уже перила. Можно облокотиться. Вот такая вот, кстати, экономия места, потому что тут и лавочка, и перила, и все, что ты хочешь. И красивые узоры. Давайте сейчас зайдем в закрытую террасу и посмотрим, что же там есть внутри. Ребята, ловите лайфхак, если у вас мало площади, а место нужно сэкономить, здесь используются вот такие откатные двери. Посмотрите, как это удобно, во-первых. Конечно, сначала было непривычно, нам хотелось все время открывать эти двери вот так, а они вот так вот откатываются и закатываются. Экономия места – это факт. Заходим сюда. Тут стоит диван, маленький столик небольшой, это такая вот своеобразная кухонка и холодильничек. Кстати, даже есть телевизор. Окошечки, как будто вот на нашей, знаете, террасе, когда сидишь, смотришь в окошечко, застекленная она. Можно закрыть вот это окошечко, опустив римскую штору. Вот так. Легким движением руки. Все, как мы любим. Ну что, заходим в дом. Дверь также откатывается. Здесь прохладно, потому что тут работает кондиционер. Здесь есть большая кровать двуспальная, и, в общем-то, и все, что тут есть. Есть окна, но они не с видом ни на море, ни на лес, ни на прекрасный сад, а просто с видом на рядом стоящий домик. Обратите внимание, какой интересный потолок. Это потолочный колодец. Этот колодец так вот декорировали, разместили там лампу. Кстати, мне кажется, лампа немножечко чего-то в ней не хватает. А чего не хватает в этой лампе, напишите нам в комментариях, жмите на ракету, поддерживайте наш канал и, конечно же, отправляйте это видео друзьям, знакомым, которые тоже мечтают о своем доме и которые, возможно, планируют путешествие. Ведь это наша новая рубрика «Дома планеты». Ребята, в этом углу находится вся основная электрическая часть этого домика. Тут мы видим с вами пульт от кондиционера, карточка от номера, которую, кстати, достаешь. Посмотрите, что сейчас будет. Когда достаешь карточку из этого кармашка, все электричество в домике отключается автоматически. И кондиционер, и свет. Сейчас мы его обратно поставим. Вуаля, все заработало. Также мы видим тут небольшой щиточек. Кстати, похож на наш щиточек, практически как у нас дома, только не подписанный. И самая главная табличка – это пароли от Wi-Fi, которые тут работают
очень даже неплохо. Мы сейчас находимся в санузле, он совмещенный, тут есть душевой отдел и сам туалет. Также, что примечательно, в этом санузле нет окон, но есть вот такие люки. Они, кстати, сделаны из того, что вместо шифера плотного используется шифер прозрачный. Самое интересное, что мы заметили, что тут используются проточные водонагреватели. Вот так вот водичка регулируется, погорячее, похолоднее. Тут есть маленький умывальничек. Что я заметила, то, что в домике недостаточно крючочков, на которые можно развесить одежду, там может быть полотенце или халатик. Вот тут такая небольшая перекладина за дверью есть. И это, в общем-то, и все. А это еще одна спальная комната. Тут также стоит такая же кровать двуспальная, просторная, и есть два окна. Вид, да, вид не на море, но, тем не менее, эта сторона солнечная, и утром тут светит солнышко. Окна не открываются, но есть кондиционер, который спасает в такую жару и освежает хорошо и охлаждает. Что я заметила, что на кроватках лежат вот такие интересные покрывальца со слониками. Есть маленький шкафчик, нам его вполне хватило, чтобы разместить наши вещи, у нас 4 человек. В общем-то, небольшой, но вместительный. И одна прикроватная тумбочка вот тут находится возле кроватки. Туго открывается, если честно, тумбочка, как-то прям автодоводчиков тут нет. Но тоже выполнена из дерева, похожей породы. И мне очень интересно, что же это за дерево, из которого построен этот домик. Друзья, если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях, жмите на ракету, конечно же, ставьте ваши реакции и отправляйте это видео друзьям. Потому что мы желаем, чтобы каждый из вас мог сказать, как же дома хорошо, даже когда вы не дома. Еще я обратила внимание на пол, он покрыт толстым слоем лака. Кстати, не особо поврежден, я думаю, домик этот построен давно достаточно, но пол в прекрасном состоянии. Единственное, что когда мы ходим, мы замечаем, что тут быстро появляется песок, потому что с пляжа мы его сюда несем ногами. Вам показали дом, который находится на побережье Андаманского моря в Таиланде. Мы надеемся, вам было интересно. Пишите ваши комментарии. И, конечно же, жмите на ракету, отправляйте это видео друзьям, вашим знакомым. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Посмотрим уютную одноэтажную виллу с бассейном, которая находится в Таиланде на острове Пхукет. Друзья, знакомьтесь, это Вероника, и она сегодня нам расскажет и покажет эту чудесную виллу. Здравствуйте! Хотела бы вас пригласить в нашу виллу, она находится на Чалонге, и провести вам рум-тур. Друзья, и начинаем наш обзор с основных параметров виллы. Площадь, высота потолков. Площадь у нас около 150 квадратных метров, высота потолков около 3 метров. Мы сейчас находимся на кухне. Она у нас такая достаточно просторная, светлая, очень уютная, комфортная. Идет с выходом в бассейн, то есть можно поужинать, пообедать и сразу пойти купаться. Или также провести хорошо вечерочек за игристым шампанским. Здесь у нас большой холодильник. Холодильник очень большой. Да, стол на 6 человек персон, даже бывало, что и больше вмещались. В доме есть 3 спальни. Давайте зайдем в одну из них и посмотрим, что же тут находится. Нас встречает двуспальная кровать, большая, удобная, просторная, 2 прикроватных тумбы. В спальне есть окно, которое дает дополнительное естественное освещение. Есть большой шкаф, что очень важно и ценно, чтобы разместить удобно все ваши вещи. Мы идем дальше, попадаем в просторный коридор, из которого поворачивая направо, попадаем также в еще одну спальню. В спальне мы попадаем в небольшую, но уютненькую гостиную со своим выходом из дома в виде панорамного окна. Вот так вот оно выглядит, легко открывается. Сейчас попробуем с вами это сделать. Легким движением руки, и мы оказываемся уже на улице.
вами посмотрели одноэтажную, уютную, компактную, в то же время очень вместительную виллу со своим бассейном, с большими панорамными окнами. Конечно же, вам желаем, чтобы каждый из вас мог сказать, как же дома хорошо!